Доброго дня, меня зовут Аглая, я художник-эзотерик, создающий портреты души. Также я танцующий художник, выступаю на мероприятиях с творческим шоу. Это шоу «Световые картины» и шоу «Звездная пыль». Только ты, но только ты. Мои родители, они художники-бутафоры, и они учились в театральном училище, и очень много приводили к себе творческих, необычных людей. И мне всегда нравилось изображать что-то непривычное, необычное, то есть яблоко, оно есть уже прекрасное в реалии, то зачем его изображать снова на картине, если аналог, он не уникален уже, он идеален в какой-то степени. И мне всегда нравилось изображать какой-то альтернативный мир. Я выбрала свое образование, это дизайнер интерьера в Нижнем Новгороде, это мой родной город. Я изучала и дизайн интерьера, и параллельно с ним прикладные науки, связанные с художественным образованием. Влюбилась в своего будущего мужа, экстерном закончила онлайн-институт и переехала в Крым. У меня есть 3 основных направления творчества. Это световые картины, шоу «Звездная пыль» и портреты души. Первый был шоу «Звездная пыль». Я его освоила специально, как будто бы под заказ для агентства класса Event. Я узнала, что Алексей Редкевич ищет в свою команду еще артистов-художников, и в Крыму такого художника, рисующего блестками, не было. Как примерно это выглядит? Большой холст, примерно размером 110 на 110, крутится на 3 ноги, на нем нет ничего. Я рисую на нем клеем, танцую, при этом в конце шоу, под такой эпичный момент музыки, я кидаю блестки, золотые или серебряные, и они приклеиваются к холсту, и проявляется, например, портрет молодоженов или портрет юбиляра. Может быть, это какой-то логотип, потому что работали с совершенно разными компаниями, строительными, со Сбербанком. А второе шоу, которое появилось, световые картины. Я при помощи фонарика яркого рисую в темноте на фосфорном экране какие-то образы. А как раз в коронавирус я решила создать что-то на стыке волшебства, психологии, плакатов желаний. Это портреты души. Моя идея в самом начале была помочь людям увидеть что-то за гранью их привычного понимания. Это и особенности внутреннего мира человека, то есть что там может быть, и тотемные животные, какие-то сакральные символы, образы, связанные с счастливой жизнью в будущем. И это все создается на одной картине, какие-то талисманы, которые любит человек. И получается, что портрет души – это не портрет в привычном нашем понимании, а это мозаика из огромного количества образов, которые как раз и отражают гигантскую вселенную внутри человека. Плюс это, конечно, часто божественные символы, которые я использую, и как энергопрактик я понимаю, что эти образы, они напрямую впоследствии начинают влиять на сознание человека. Блестки у меня с детства ассоциируются с какой-то магией. И когда я беру, как раз вижу, как они переливаются, они падают, все сверкает. То есть я понимаю, что я фея в реальной жизни. Это даже не моя фантазия, которая прошла где-то или была в этом зале, а в зале потом остаются эти маленькие частички блесток, где-то на стульчиках остаются, люди немножко блестят. То есть как будто бы мое волшебство, оно проявляется тут же в физическом мире. Вот это очень мне, конечно, нравится. Я люблю одинаково сильно и саму работу, и то, что связано с этой работой. То есть, действительно, это повод наряжаться и быть частью чего-то праздника. Это здорово. Что касается именно портретов души, меня очень вдохновляет само осознание, что я просто влияю на жизнь другого человека. Я проводник для того человека, которому я создаю картину. То есть ни одна картина не является, что хочу вот это. Это всегда сюрприз. И когда он говорит: действительно, у меня же вот это было в детстве, а это символ меня, отражения, а я вот об этом мечтала. И
Здесь именно активируется яснознание, ясновидение. Я прошу благословения у высших сил, чтобы то, что я говорю или создаю на картине, обязательно привело к лучшему. Начинается работа над портретами души с общения с моим заказчиком. Человек мне рассказывает о своих мечтах, о своих планах на будущее. Через образы у нас очень легко идет восприятие информации, следовательно, если мне кто-то скидывает все картинки, связанные с семьей, даже неосознанно, или с животными, или еще с морем, я понимаю, что именно хочет человек, даже если он будет проговаривать через рот, совсем другое. Далее я создаю эскиз. Я включаю музыку, либо это определенные какие-то герцы, которые активируют те или иные стороны нашего мозга. Сначала я создаю картину в карандаше на листе бумаги. Если впоследствии она пойдет дальше на холст, я ее перевожу на большой формат. Когда картина уже в красках, во всех цветах завершена, я иду навстречу к заказчику. Для меня это настоящий праздник, поэтому я тоже красиво, нарядно одеваюсь. Мы встречаемся очень часто в каком-то кафе. Я создаю обстановку, где человек тоже ощущает, что как будто бы это рождение его души. Он наконец-то с ней встретился. Это долгожданная встреча. И мы затем полностью разбираем все те элементы, которые были изображены на картине. То есть человек обычно сам удивляется и говорит, насколько это попадает четко в цель. Стоимость работы идет от 15 тысяч, это размер формата А3 на акварельной бумаге под стекло, и до 55 тысяч, это была пока еще самая большая картина большим размером, 90 на 90. Это умение сочетать семью, материнство и как раз творческую реализацию, и идти в неизвестность, несмотря на то, что очень страшно. Преодолеть страх чистого листа на самом деле каждый раз это большое для меня достижение и большая смелость. И верить в то, что у тебя получится лучше, чем предыдущие разы, это тоже для меня достижение. Я поняла, что мне очень хочется создать именно выставку, где я смогу показать все свои направления. То есть, например, в начале выставки я рисую световые картины, на финале я рисую звездной пылью, а во время самой выставки люди могут рассмотреть мои портреты души или, возможно, какие-то эзотерические картины. Ну и вторая моя важная мечта, к которой мы стремимся с моим мужем и стремимся также с моим окружением, это создать духовный центр, куда люди смогут приезжать и исцеляться при помощи различных инструментов, при помощи йоги, при помощи танцев и также, конечно, арт-терапии. Мы потихонечку к этому идем. Я понимаю, что я также там займу свое место художника, исцеляющего через свои картины и работающего с энергетикой. Вот такие пока основные две мечты и очень много маленьких, которые появляются каждый день.